Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Армянское издание публиковало статью «От Праги до Лачина. Кто и как заблокировал Карабах». Сейчас в армянской прессе ищут виновного, кто это все организовал и чем это закончится. Вот как раз статья по этой теме, сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Карабах уже почти месяц находится в блокаде, и конца этому пока не видно, но это точно. Причина закрытия Алчинского коридора нужно искать в Праге. Вот, в Праге 6 октября 2022 года состоялась четырехсторонняя встреча. В ней принимали участие Пашинян, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон и Шарль Мишель, да. До этого свершилась заветная мечта Никола. Он наконец-то встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Так, последний крепко держа Никола за руку, не отпускал ее. Президент Турции был с Николом любезен, так как поймать второго такого момента, клиента, то есть им вряд ли удастся. Это с юмором пишут армянские издания. В ходе четырехсторонней встречи Никол Пашинян сплетничал о России лично о Путине. Он заявил, что считает Карабах азербайджанским. И лишь русские не позволяют ему сказать это вслух. Так, итоги прошедших переговоров в Праге были следующими. Никол признает Карабах частью Азербайджана. В общем, Никол все подтвердил, Карабах это Азербайджан. Так, сейчас, извиняюсь, это потом продолжение будет, да. Никол признает Карабах частью Азербайджана и принимает, что Алиев должен общаться с карабахцами в рамках азербайджанского законодательства. Об этом в Астане заявил Алиев, так и не встретивший возрождения со стороны Пашиняна. Так, дальше. Возражений последнего не было, так как это политическая линия Никола. В силу данной линии фракция «Гражданский договор» отвергает любую инициативу, в которой фиксируется, что народ Карабаха имеет право на самоопределение, и что Карабах не может быть в составе Азербайджана, и что Армения имеет обязательства по отношению к Карабаху. В общем, о предательстве в Праге заявили также Путин, Лавров. Именно произошедшее в Праге было причиной того, что в трехстороннем заявлении Путин, Пашинян, Алиев по итогам встречи в Сочи не было выгодных Армению положений. Алиев, ссылаясь на Никола, заявил, что тема Карабаха закрыта и что Карабах азербайджанский. Вот, Никол считает Карабах азербайджанским, что и предоставило Алиеву возможность закрыть Лачинский коридор. То есть Лачин перекрыли Алиев и Пашинян, это заявляет армянское издание, преследуя цель реализации своих пражских договоренностей. Так что считает в Армении, что Лачин был закрыт 12 декабря 2022 года, а 6 октября в том же году. Российские миротворцы в этой ситуации оказались вне игры. Так, и вот дальше, поехали, что здесь пишут. Сейчас там получается такая ситуация. Карабахский Никол, то есть Араик Арутюнян, двумя руками за Пражское соглашение. Оно, госминистр Рубен Варданян против этого соглашения. Там, видите, на фотографии они. Последнего русские отправили в Карабах, типа Варданяна, именно для того, чтобы обнулить Пражские соглашения. Типа это план такой был. Данный шаг России стал причиной крайней нервозности Баку, пишет издание. Именно поэтому Байрамов сетовал, мол, прекрасно братались типа араиками, а приехал Рубен и все испортил. Азербайджанцы даже раскручивают ролик, в котором грозятся ликвидировать Рубена Варданяна. А вот такие новости, что уже, мол, поступают угрозы Рубену Варданяна, и ему грозит опасность. В общем, получается, что сейчас там у них конфликт между Рубеном Варданяном и Раиликом Арутюняном. Так, насколько же Варданяну, испытывающий нехватку опыта политического и государственного управления, удастся нарушить Николо-Алиевские соглашения, покажет время. Прискорбным является тот факт, что Карабах остался в одиночестве.
Армения в лице ее власти не борется за Карабах. Никол совершил предательство и назвал это реализмом. По большому счету проблему нужно решать в Ереване. Отстранение Никола Пашиняна то необходимое, это условие, как бы сказать, что будет, и когда типа Пашиняна устранят, то тогда будет невозможное уничтожение Карабаха и Армении. Пока пишут, типа, Никол Пашинян будет править, то скоро будет уничтожена и Карабах, и Армения. В общем, вот такая ситуация. Оказывается, что, видите, сейчас там конфликт между Варданяном и, извиняюсь, Аратюняном. Где он там? Вон они. Так, получается, что раньше все было договорено, Рей Катюнян все нормально делал, все эти дела договаривался, а когда пришел Варданян, все, он нарушил там всю эту планы и стал, как бы сказать, там полноправным хозяином, и все, из-за этого и закрыли Чинский коридор. В общем, такая ситуация. Но пишет это армянское издание, так что сами все, я вам все зачитал. Так, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.